«Выжившего» можно назвать одним из самых многострадальных голливудских проектов начала века. Экранизацию романа Майкла Панке об охотнике, пережившем нападение гризли, еще в 2001 году задумал сценарист и продюсер Акива Голдсман. В силу разных причин производство картины затягивалось больше 10 лет. За это время сценарий был полностью переписан несколько раз. Пришли новые продюсеры Стив Голин и Арнон Милчен, ушли режиссеры Пак Чхан Ук и Джон Хилкаут, а также актеры Сэмюэл Л. Джексон и Кристиан Бейл. Лишь в 2011 году к фильму были прикреплены Алехандро Гонсалес Иньярриту, Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн. Тогда же начался и предпродакшн, однако из-за других проектов, в том числе Бёрдмена, и поисков финансирования, запуск картины откладывался. В результате Пенн работы не дождался, а его место занял Том Харди. В основу приключенческого фильма «Выживший» положена реальная история американца Хьюго Гласса, первопроходца и охотника на пушных зверей. Он известен тем, что после полученных в схватке с медведем ранений смог практически ползком преодолеть более 300 километров по дикой заснеженной местности, без еды и без какого-либо снаряжения. Стартовавшие в сентябре 2014 года съемки планировалось завершить за 7 месяцев. Но не тут-то было. Экранизация истории испытания одного человека стала едва ли не столь же суровым наказанием для всей группы. На скорость рабочего процесса прежде всего сказывался выбранный авторами метод съемок в хронологическом порядке. Это к тому же автоматически прибавляло 7 миллионов к смете. Подход, по мнению Иньярриту, должен был соответствовать плавному переходу природы от осени к зиме, а кроме того, помочь актерам передать эволюцию пограничного психического состояния своих героев. Однако погодные условия оказались непредсказуемыми. Там, где авторы ожидали застать осень, их встречали снежные бури с лютыми морозами. Но когда нужна была зима, повсюду появлялись бабочки и распускались цветы. Из-за этого команде несколько раз приходилось сворачивать съемки и искать другие локации. Кстати, в интервью авторы часто называют самой большой проблемой перемещение группы и оборудования на место съемок. Подходящие локации находились в глуши, и только на доставку вертолетами ежедневно тратилось не менее 40% времени. Учитывая желание Иньярриту снимать исключительно при натуральном свете, без использования современных осветительных приборов, он привлек к работе Эммануэля Любецки, гения своего дела, получившего 2 премии «Оскар». Для создания глубины картинки операторы использовали различные широкоугольные линзы. Для работы была придумана особая система подвесов, которая обеспечивала максимальную свободу для движения камеры. Любецкий получил возможность снимать все, от крупных планов до масштабных панорам. Самой главной проблемой в процессе стали погодные условия. Еще одним препятствием стали разногласия в команде. Из-за тяжелых условий, постоянно менявшегося графика и требовательности Иньярриту, на проекте была большая текучка. Неудачная организация работы привела к отстранению одного из продюсеров, Джеймса Скотчдоу-Поула. Возник конфликт и с Томом Харди, который отказывался самостоятельно выполнять трюки, как настаивал Иньярриту. Поэтому съемки несколько раз прерывались и вместо мая 2015 года закончились лишь в августе. Бюджет тем временем увеличился более чем вдвое, с $60 миллионов до 135. Награда за испытание, как мы знаем, набор золотых глобусов и рекорд 2016 года по числу номинаций на Оскар. Сценарий «Выжившего», который многие считают слабым звеном, начал разрабатываться Марком Смитом в 2007 году. Текст был закончен лишь в 2012 году в соавторстве с Иньярриту, претерпев по меньшей мере дюжину драфтов от 105 до 110 страниц. Авторы создавали историю на стыке нескольких жанров. Прежде всего, это survival фильм, поджанр приключенческого кино с историей в духе Джека Лондона, об испытаниях героя-одиночки в суровых условиях дикой природы. Вместе с тем, это еще и антивестерн, то есть картина, в которой перевернуты каноны классического вестерна. Хотя действие и происходит на американском западе, первопроходцы оказываются вовсе не носителями цивилизации. Индейцы не обязательно отрицательные персонажи. Нет таких характерных типажей, как шериф или роковая женщина и так далее. По словам Смита, ключевая сложность в разработке драматургии состояла в том, что создавался практически немой фильм. Автор намеренно избегал реплик и диалогов, вместо слов использовал действия и старался писать очень визуально. По этой причине некоторые сцены, например, стычка с индейцами или нападение медведя, хоть и не требовали особого количества диалогов, занимали в сценарии по 5-6 страниц. Отдельного рассказа требует работа Леонардо Ди Каприо, так как это был не иначе как актерский подвиг.
Собственно, этим лента его привлекла возможностью исследования пределов человеческой выносливости. Иньярриту хотел от исполнителей максимальной достоверности, реального проживания, а Ди Каприо был только рад испытать все то же самое, что и его герой. В итоге актера разве что не драл медведь, да внутри лошади спать не пришлось. Все остальное он проделывал на самом деле. Прогуливался в мокром тропе при минус 25 градусах, привыкал к гипотермии, ездил верхом, ел сырую рыбу и печень бизона, разжигал огонь без спичек, стрелял из оружия 200-летней давности, заучивал реплики на языке индейцев. Также Ди Каприо настоял на том, чтобы сниматься в одной из самых опасных сцен фильма – сплаве по ледяной горной реке. 5 дублеров подменяли актера только в моменты прохождения порогов. Впрочем, по словам Ди Каприо, самым большим испытанием для него стал внешний вид. На пластический грим, передающий ранения, ежедневно уходило по 4-5 часов. А борода, которую пришлось отращивать полгода, ужасно мешала при плохой погоде и требовала тщательного ухода. Еще одним вызовом для себя Ди Каприо называет малое количество диалогов. Если обычно актеру достаются образы довольно болтливых персонажей, то тут он произносит лишь 1,5 десятка фраз. Интересно, что изначально их было больше, но прочитав текст, Ди Каприо сам попросил сократить его слова. Это подчеркивало характер героя и усложняло передачу его эмоционального состояния. Съемки «Выжившего» было решено проводить исключительно на реальных локациях без павильонов и использования хромакея. Только так в экстремальных условиях, близких к тем, в которых находились герои истории, по мнению Иньярриту, можно добиться достоверности. Съемки проходили на 12 основных площадках в 3 странах на 2 континентах. Обширная география оказалась вынужденной. Изначально снимать планировалось целиком в Канаде, в высокогорных провинциях Альберта и Британской Колумбии. Однако случилась аномально теплая погода. Там, где авторы ожидали увидеть бескрайние снега, все таяло. Даже искусственный снег не всегда спасал положение. Тем не менее, большую часть сцен удалось отснять в Канаде, а в кадр благополучно попали скалистые горы, гора Фортресс, вулкан Касл-Рок, река Боуэ, долина Скуамиш с дождевыми лесами и канадские пустоши. Поскольку время шло к лету и в Северной Америке негде было найти необходимые зимние условия, группа переместилась в Южную Америку, на огненную землю на самом юге Аргентины. Там снимались финальные сцены с поединком главных героев. Специально для фильма было построено несколько декораций: форт, лагерь охотников, несколько индийских деревень и разрушенная церковь. Создавая их, художник-постановщик Джек Фиск отталкивался от чертежей, рисунков и описаний начала 19 века. Также, по просьбе Любецки, Фиск сделал окна в зданиях несколько больше, чем они были в обычных фортах 19 века, и использовал освинцованное стекло, обладающее повышенной прозрачностью. Шлюпка охотников тоже создавалась с прицелом на максимальную достоверность. Тем не менее, под аутентичной оболочкой судно имело алюминиевый каркас и современный мотор. Отдельно стоит сказать об одном из самых необычных объектов, созданных для выжившего. Это гора из бизоньих черепов. Этот символ уничтожения коренных культур Америки и мира, гибели природы под давлением человека, возник лишь на поздних этапах подготовки. Причем Иньярриту хотел сделать гору человеческих черепов, но Фиск показал ему фотографию с черепами бизонов. И режиссер счел, что это не менее жуткий образ. Правда, из-за сжатых сроков пришлось отказаться от идеи о горе из 10 тысяч реальных черепов и ограничиться деревянным каркасом, обложенным муляжами. Кстати, на всякий случай успокоим зоозащитников. При съемках ни одно животное не пострадало, а все мертвые звери в кадре не настоящие, были сделаны вручную. Это касается и съеденного бизона, и пятнистой лошади, внутри которой спал Ди Каприо. Последнюю в действительности играли 2 лошади. На одной герой уходит от преследующих его индейцев, в другую укладывается на ночлег. Животное и его внутренности были сделаны из латекса. Костюмы, создававшиеся художницей Жаклин Уэст, также разрабатывались в полном соответствии эпохи. Каждый элемент от мокасин и шапок до мундиров и шуб был пошит и зафактурен по историческим рисункам и описаниям. При этом из-за сильного износа в тяжелых условиях большинству актеров делалось по 6 копий каждого костюма, а у Ди Каприо было и вовсе по 20, в том числе несколько вариантов промокших шуб, которые в принципе не высыхали. Хотя Иньярриту принципиально декларировал отказ от использования хромакея и визуальных эффектов, некоторые сцены были бы просто невозможны без графики. Прежде всего это касается эпизода с нападением медведя-гризли. Для ее создания авторы пообщались с зоологами и осмотрели десятки жутких видео сражений медведей и людей.
Остановились на ролике, в котором животное в зоопарке нападает на угодившего к нему в вольер бедолагу. Эта документальная съемка лишний раз убедила авторов, что сцена должна быть снята как бы единым кадром. Во-первых, это обеспечивает реалистичность. По мнению Эммануэля Любецки, подобные эпизоды в других фильмах создаются с использованием аниматроники и склеек, показывающих лишь фрагменты реальных животных, что снижает степень убедительности. Во-вторых, единый кадр, создающий ощущение непрерывности, усиливает напряжение. На изучение, постановку и отработку хореографии хищника и жертвы у каскадеров ушло несколько месяцев. На площадке сцена делалась с помощью тросов, которыми перемещали Ди Каприо, и каскадеров, которые хватали актера там, где предполагались ранения лапами и укусы. Деревья, в которые с размаху влетает актер, были сделаны из резины и зафактурены. На постпродакшене специалисты студии ILM убрали тросы и заменили каскадера анимированным зверем. Наконец, еще один эпизод, мимо которого нельзя пройти. Сход лавины за спиной Ди Каприо. Здесь не использовалась графика, как можно было бы подумать. Чтобы вызвать лавину, на склон с вертолета была сброшена взрывчатка. Разумеется, проделать это можно было лишь раз, то есть в распоряжении группы был только один дубль. Сложность состояла в том, чтобы добиться синхронности действий большого количества людей, удаленных друг от друга, съемочной группы, актеров в кадре и команды в вертолете. Финальные сцены фильма снимались уже на юге Аргентины в окрестностях Ушуая, близ маленькой речушки Оливия. Когда же съемки «Выжившего» были закончены, Иньярриту сообщил, что это первый и последний фильм, который он снял подобным образом. «Да, я сумасшедший, но я не идиот, чтобы повторить подобное», — поделился режиссер с журналистами. Я же хочу сказать, что фильм «Выживший» обязательно стоит посмотреть хотя бы один раз, ведь он уникален в своем роде. Если вы его не видели, то прямо сейчас ищите и смотрите. Но перед этим не забудьте поставить этому видео лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также у меня есть крутая подборка видео о том, как снимают разные фильмы. Обязательно посмотрите, вам понравится. Всем до скорого.